Так, приветствую, это Илья. В этом видео мне бы хотелось поговорить о том, насколько важно человеку прислушиваться к своему чувству в выборе своего пути в жизни, в выборе пути своей самореализации. Потому что зачастую окружение человека пытается отформатировать его под свое видение того, как он должен себя вести. В случае, когда, допустим, родители наставляют своих детей осваивать ту же профессию, в которой заняты они сами, это еще можно понять. А вот когда родители подталкивают заниматься детей тем, о чем они сами имеют смутное представление, то есть я имею в виду сами родители, это уже попахивает некоторой шизофренией. Допустим, моя мать постоянно сетовала на то, что я, когда учился в школе, приносил одни двойки по математике, при том, что учитель, с ее слов, все, что называется, разжевал для понимания этого материала. Но я все равно не понимал математику и ненавидел ее, по всей видимости, именно по причине того, что не понимал ее. При том, что мать сама не понимала математику, но почему-то считала, что я ее должен понимать. И даже не пыталась нанять мне репетитора. Уж если она действительно была обеспокоена моей неуспеваемостью в этом предмете. Вообще, надо обратить внимание на то, не окружены ли вы идиотами. Это самый важный, вернее, один из самых важных навыков в жизни. Я считаю, что окружение, особенно если вы живете на постсовковом пространстве, не всегда может способствовать вашей самореализации или, по крайней мере, не мешать ей. Оно старается подмять вас под какие-то свои стандарты. К примеру, среди моего родственного окружения меня больше всего удивляет не то, что эти люди мне навязывают свое видение моей же жизни, а то, что они являются сами противоположностью того, что они мне сами говорят о том, какой должна быть моя жизнь. Когда в диалоге о том, как мне поступать, допустим, в отношении моего устройства на наемную работу, они говорят, что нужно работать. Но когда я спрашиваю, зачем нужно работать, они не могут мне дать внятного ответа. Вообще, если у человека все в порядке с головой, то он понимает, что в случае наемной работы основная ее цель – это зарабатывание денег. Но почему-то люди говорят о работе просто как о некоем смутном долге. Вот надо работать и все. И все тут. Почему, допустим, родители не создают условий для того, чтобы их дети могли бы безусловно любить себя, ценить время своей жизни, уметь следить за своим здоровьем, поддерживать его, либо же учиться к правильной, так скажем, конструктивной коммуникации с людьми. У меня вообще есть сомнение, что
родители с совковой закалкой вряд ли могут научить чему-либо хорошему. Довериться своему чувству. Я думаю, что человеку, мучающемуся в жизни и не знающему, чего он хочет от нее, нужно просто довериться своему чувству, не игнорировать его, не рационализировать соображения о том, как правильно поступать. Потому как только он знает, как правильно ему поступать в определении того, каким он может знать путь своей самореализации. Никакое окружение не может знать то, чего хочет сам человек на самом деле от своей жизни. Об этом может знать только сам человек. Поэтому никакие привнесенные извне идеи касаемо того, что ему нужно от жизни, не должны восприниматься им как руководство к действию. Правильное решение о том, в каком направлении двигаться, проистекает из чувства, но не из рациональных соображений. Из нас воспитывали и воспитывают зомби. Окружение человека может стать сигналом к правильному действию для вас лишь в том случае, если вы видите в нем абсолютное признание вашего права быть самим собой, которое означает интерес к вам как к личности. Насколько важно прислушиваться к тому, к чему вас влечет. Нужно прислушиваться к тому, к чему вас влечет в выборе сферы деятельности для вашей самореализации. Например, меня в данный момент влечет создавать контент для этого моего канала, хотя никаких причин, которые я мог сформулировать в качестве рациональной причины создания мной этого контента, у меня нет. Хотя, как мне думается, это стремление поделиться своими мыслями, которые, возможно, помогут другим людям найти себя.